Ты когда-нибудь замечал, что одни люди говорят так, что их хочется слушать бесконечно, а другие вроде бы умные, но слушать их невозможно? Слова одни и те же, смысл тот же, а эффект разный. И дело не в голосе, дело не в словарном запасе. Дело в том, как построена речь. И хорошая новость. Этому можно научиться. Но для начала давай разберемся, что делает нашу речь красивой и уверенной. Первое, с чего стоит начать, это дыхание. Без правильного дыхания любой голос звучит плоско и быстро устает. Есть одно простое правило. Дышать надо животом, а не грудью. Диафрагмальное дыхание дает звуку силу и глубину. Ты можешь говорить дольше, не срывая голос, и звучать увереннее, потому что воздух не заканчивается в середине фразы. Попробуй прямо сейчас. Положи руку на живот. Вдохни, живот надувается. Выдохни, он уходит назад. Это и есть основа. Грудное дыхание – это для бега. Для речи только живот. Второе – осанка. Звучит банально, но работает на 100%. Когда плечи расправлены, а голова не зажата, дыхание свободнее, звук идет без препятствий. Поэтому сидя, стоя, в движении, всегда держи спину. Это ведь не просто для красоты, это для звука. Попробуй, например, сказать одну и ту же фразу, сутулясь и сидя ровно. Разницу услышишь моментально. Третье – артикуляция. Голос есть, дыхание есть, речь каша. Значит, не работают губы и язык. Простое упражнение. Читай текст, четко выговаривая каждый звук, даже если это звучит неестественно. Утрируй, преувеличивай, растягивай. Через пару минут губы станут послушнее, а слова четче. И да, скороговорки реально помогают. Но только если не просто тараторить, а проговаривать в замедленном темпе, а потом разгоняться. Сначала осмысленно, потом быстро. Это как в спорте, сначала техника, потом скорость. Теперь про слова-паразиты. Они засоряют речь и делают ее неуверенной. Ни ни короче, ни типа. Когда ты их используешь, ты как будто говоришь: «Я не уверен, что хочу сказать, поэтому заполняю паузу мусором». Как с этим бороться? Во-первых, научиться делать паузы. Чистые, спокойные паузы звучат гораздо лучше, чем бесконечное «э». Во-вторых, пересказывай что угодно. Фильм, статью, разговор. И следи, чтобы в пересказе не было ни одного слова-паразита. Это тренирует мозг выбирать нужные слова и не хвататься за пустышки. Интонация. Монотонная речь – это скучно. Но если пытаться говорить с надрывом каждую секунду, это тоже утомляет. Интонация должна меняться. Где-то тише, где-то громче, где-то пауза, где-то ускорение. Хорошая речь похожа на музыку. В ней есть ритм, динамика и паузы. Это не надо придумывать, это надо чувствовать. Текст сам подскажет, где сделать акцент, а где притормозить. И не бойся звучать эмоционально. Люди верят живым, а не роботам. Невербалика. Ты можешь говорить идеально, но если ты смотришь в пол или сидишь как статуя, тебе никто не поверит. Взгляды, жесты, наклон головы – все это часть речи. Руки помогают думать. Да, правда, ученые это подтвердили. Когда ты жестикулируешь, тебе легче формулировать мысли, и слушателю легче тебя воспринимать. Но жесты должны быть естественными. Не надо размахивать руками, как дирижер. Просто позволь им двигаться, когда они хотят двигаться. И смотри в глаза. Это удерживает внимание и показывает, что ты уверен в том, что говоришь. И последнее – убирай лишнее. В хорошей речи нет ничего лишнего. Каждое слово работает на смысл. Если слово можно убрать – убери. Если фразу можно сократить – сократи. Слушатель не должен пробираться через сорняки к смыслу. Ему должно быть легко. Как в хорошем тексте, читается на одном дыхании, так и в речи, слушается на одном дыхании. Все это работает только в одном случае, если тема тебе действительно важна. Если ты говоришь о том, что тебе неинтересно, никакие упражнения не спасут. Фальшь слышно всегда. Поэтому не пытайся звучать красиво только ради красоты. Сначала найди то, что тебя зажигает, а потом научись говорить об этом так, чтобы зажигать других. Это и есть главный секрет. Вот и все. Подпишись.